Ребята, всем привет! Сегодня расскажу несколько мифов и историй из жизни французского композитора и дирижера Гектора Берлиоза. Некий начинающий композитор обратился к Гектору Берлиозу с просьбой дать оценку его сочинениям. Берлиоз, просмотрев их, сообщил: «К сожалению, должен сказать, что вы не обладаете минимальными музыкальными способностями. Я не хочу вводить вас в заблуждение, чтобы вы могли, пока не поздно, избрать другую профессию». Когда огорченный молодой человек, покинув квартиру знаменитого композитора, уже вышел на улицу, Берлиоз вдруг выглянул из окна и закричал: «Молодой человек, не обращайте внимания на то, что я сказал. Справедливости ради я должен вам сознаться, что когда я был в вашем возрасте, мой учитель сказал мне абсолютно то же самое». Когда Берлиоза спрашивали, какую из своих симфоний он считает наилучшей, он обычно отвечал так: «Увы, свою лучшую симфонию я проспал». За этим всегда следовал следующий вопрос: как же это могло случиться? И он отвечал так: «Дело в том, что я ее от начала до конца сочинил во сне. Проснувшись, хотел записать, но под рукой не оказалось ни бумаги, ни карандаша, и я тут же заснул. И утром ничего не мог вспомнить, ни единой божественной мелодии». Берлиоз не любил давать автографы. Знаменитая певица Аделина Пати много раз упрашивала композитора написать ей хоть что-нибудь в альбом, но он был тверд. Однажды она с улыбкой сказала Берлиозу, цитирую: «Маэстро, если вы будете столь любезны, что напишите в мой альбом хоть несколько строк, в награду за это я сделаю вам подарок. На ваш выбор, маэстро, либо я спою для вас, либо подарю вам превосходнейший паштет из печени, который мне только сегодня прислали из Тулузы». Подумав, Берлиоз взял в руки альбом и написал всего 2 латинских слова. «Что это означает?» – спросила певица. «Это означает: приносите паштет». Где бы ни появлялся Паганини, его превозносили как волшебного музыканта. Ходили слухи, будто Паганини продал душу дьяволу в обмен на мастерство, в коем он и вправду всех превосходил. Кстати, Паганини и пальцем не шевельнул, чтобы опровергнуть эти слухи. И, в общем-то, он ничего на этом не терял. Публика лишь усерднее набивалась на его концерты, чтобы услышать дьявола. Один критик поклялся даже, что сам видел бесенка, просидевшего весь концерт на плече скрипача, помогая ему брать ноты, которые смертным и не снились. Некоторые подходили к Паганини, чтобы просто дотронуться и убедиться, что он человек. Паганини упивался этим и поднимал цену на билеты, удваивая ее каждый раз. И так через несколько лет он сколотил огромное состояние и провел несколько лет, гадая, как ему с этим состоянием поступить. Он купил превосходный и дорогой альт, после чего появился на пороге дома Гектора Берлиоза, собравшись заказать у него новое сочинение. Он просил его написать альтовый концерт, произведение, которое позволило бы ему вытворять на альте то, что он уже вытворял на скрипке. Почему он сам эту музыку не написал, как делал до той поры, остается только гадать. Итак, в 1834 году Берлиоз обнародовал Гарольда в Италии, снабженного под заголовком «Симфония для альта и симфонического оркестра». Альт оказался в этом сочинении более или менее сопутствующим комментатором. Это вовсе не было произведением из разряда «Убогие», хоть и чертовски трудно сыграть, но это будет выглядеть просто фантастически, на что рассчитывал Паганини. В результате он закатил безумный скандал и отказался исполнять. Тем не менее, премьера этого произведения состоялась. На премьере выступил кто-то другой, а дирижировал сам Берлиоз. Но и Паганини был на этом концерте. Музыка, которую он отверг, настолько его захватила, что под конец он поднялся на сцену и опустился перед Берлиозом на колени. На следующий день к дверям французского композитора явился посыльный с запиской от Паганини. Цитирую: «Бетховен мертв, и лишь Берлиоз способен его воскресить». В конверте лежал также чек на 20 тысяч франков. Благодаря этой неожиданной финансовой помощи Берлиоз смог целиком и полностью посвятить свое время созданию новой драматической симфонии «Ромео и Джульетта». На венской сцене музыка Берлиоза пользовалась оглушительным успехом.
Однажды после очередной блистательной премьеры к композитору подбежал один из поклонников. Этот мужчина сказал ему: «Дорогой маэстро Берлиоз, я страстный почитатель вашего грандиозного таланта и давно мечтал сказать вам об этом». Берлиоз поклонился и поблагодарил его. «Нет, маэстро, это я благодарю вас и прошу у вас позволения прикоснуться к гениальной руке, написавшей такую прекрасную музыку». С этими словами поклонник Берлиоза просто-таки вцепился в руках композитора и блаженно застыл. «Сударь», — сказал ему композитор, — «вы держите меня за левую руку. Поскольку вы настоящий мой поклонник, я открою вам одну тайну. Я имею обыкновение писать правой рукой». Как заведено в музыкальной среде, любой музыкант, более-менее успешный на родине, только тогда становился по-настоящему признанным, когда достигал успеха за границей. Это касалось и певцов, и инструменталистов, и композиторов. Приезду Берлиоза в Россию поспособствовал Михаил Иванович Глинка, познакомившийся с ним в Европе в 1845 году, куда, по словам музыкального критика Владимира Стасова, сам был буквально изгнан всеобщим равнодушием на родине и к нему, и к его гениальному Руслану. Михаил Глинка так писал о Берлиозе, цитирую: «Я ожил с первыми лучами весеннего солнца. И не только телом, но и душою. Случай свел меня с несколькими милыми людьми, и в Париже я нашел немногих, но искренних и талантливых приятелей. Самая примечательная для меня встреча – это, без сомнения, с Берлиозом. Но Парижу не был интересен ни Берлиоз, ни тем более русский Глинка». Незадолго до приезда в Россию в Петербурге в Малом зале филармонии в 1841 году исполнили реквием Берлиоза. Дирижировал тогда известный и влиятельный русский музыкант-меценат Андрей Ромберг. Для Берлиоза, страдавшего от непризнанности, да еще и переживавшего тяжелое расставание с женой, известие о том, что где-то далеко, в варварской России, его музыка прозвучала с блестящим успехом, было чем-то невероятным. Так имя и музыка Берлиоза стали знамениты в Петербурге. Итак, через несколько лет, в 1847 году, Берлиоз уже сам дирижировал самыми известными своими произведениями в Петербурге, а именно симфонии с хором «Ромео и Джульетта» и знаменитой фантастической симфонии, посвященной, между прочим, российскому императору Николаю I. Московские концерты также прошли успешно. Следующие его гастроли в России состоялись уже спустя 20 лет, в 1867 году. Он был приглашен Императорским русским музыкальным обществом, опекаемым несколькими членами царской семьи, прежде всего великой княгиней Еленой Павловной. В этот приезд композитор остановился как ее почетный гость в Михайловском дворце, где жила она сама. Композитор скончался в одиночестве через 2 года в 1869 году. Похороны прошли скромно. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!